Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на ближайшее будущее. Причем здоровье, любовь и деньги. Мы затронем несколько аспектов. И это будет гадание на картах мадам Эндоры. Я вам его обещала. Вот. И, естественно, мы сейчас все будем это разбирать. Это очень интересный оракул. Здесь такой эзотерический оракул, да, и оракул судьбы, можно сказать. Да. Очень, очень мне нравятся эти карты. Я думаю, что и вам они понравятся тоже. Сейчас я открою колоду. И у нас с вами будет, как обычно, 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И по одной карте на ближайшее будущее мы вытащим для наших с вами знаков зодиака. Да? Так, их нужно будет в порядок только разложить. Итак, значит, давайте приступим к нашему гаданию. Да? Перемешаем наши карты мадам Эндоры тщательно. Колода очень замечательная, очень интересная такая. И мы с вами впервые гадаем на картах мадам Эндоры. Как говорится, счастливого начала, да? Пусть эти карты приносят нам много радости и интересных раскладов. Итак, первая карта показывает вас или вашу нынешнюю ситуацию. И дальше уже будем по аспектам на ближайшее будущее. Потом не забывайте смотреть свой знак зодиака. Также вы можете выбрать позицию для любимого человека и потом посмотреть его знак зодиака. То есть какое послание от мадам Эндоры будет для его знака зодиака и какое для вас. Итак, давайте, значит, распределять наших котиков. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. Выберите своего кота, но лучше выбирать по сигнификатору, то есть по своей карте первой. Да? Вы смотрите каждую первую карту и какая больше совпадает с вами. Так будет лучше, я вам честно скажу. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. Мы начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, розовый кот. И первая карта, в каком вы сейчас находитесь аркане. И не забываем, что позиция может с вами не совпадать. Вы можете в одной позиции узнать себя по карте сигнификатору, да, а в другой позиции узнать своего любимого человека. Итак, здесь у нас ветер перемен, да. И раз мы сталкиваемся с такой картой, то значит и человек, который здесь гадает, находится в жизненных переменах. Возможно, вы отказываетесь от старого и понимаете, что невозможно жить как раньше. Любые старые ситуации, старые принципы не работают в вашей жизни. Все меняется, мир меняется. Вы осознаете по-другому. У вас меняется, да, и восприятие, и вообще события вертятся вокруг. Также карта показывает очень часто, что человек может даже быть простужен. Почему? Потому что ветер, да, очень сильный ветер. То есть его могло продуть недавно. Еще карта может показывать, что вы получаете какие-то срочные новости, и рядом вокруг вас могут быть люди, которые агрессивны к вам. То есть постоянно раздражительны. Если сейчас у вас такая ситуация, то это вы, да, вы себя узнали, и вы смотрите свою позицию и дальше. Если же у вас не такая ситуация, совсем другая, то вам следует смотреть все-таки свою, да, какую-то другую карту. Потому что здесь явно все у человека как-то меняется в жизни, и вокруг, конечно, все накалено, да.
То есть окружающие прям психованные. И человек может даже внутри, ну, тоже быть каким-то не очень уравновешенным в связи с жизненными изменениями. Теперь мы выкладываем вокруг вас 5 карт. То есть это веер должен быть, да? Веер карт. Вообще расклад мадам Эндоры, вот именно этот, называется веер. Давайте выкладывать, значит, 5 карт. Я вам буду рассказывать, потому что они означают, да? Сначала мы будем выкладывать, а потом рассказывать. Так будет интереснее для всех. Вот наши 5 карт. И начну я с нашей с вами Луны. Луна представляет ваше здоровье и физическое благополучие в ближайшем будущем. И, естественно, она показывает, что могут быть перепады настроения, перепады вообще в здоровье, то есть когда человек, ну не знаю, то нервничает, то спокойный, то плачет, то смеется. Могут быть какие-то гормональные перемены. Для женщины может означать в ближайшем будущем даже беременность или какие-то женские вот разборы, да, то есть когда она идет там к врачу-гинекологу, что-то там пытается узнать, понять, спросить, обследоваться. И, соответственно, также эта карта показывает эмоциональность, то есть завышенная эмоциональность в ближайшем будущем у вас. И, соответственно, могут быть какие-то, ну вот, состояния нервные, да. Получается, те люди, которые вас окружают, вот тоже раздражительные, они вам передают, по сути, свое настроение и расшатывают вашу нервную систему. Поэтому в ближайшем будущем выпала Луна на здоровье, да. А также Луна показывает женские циклы. То есть, ну, в ближайшем будущем могут быть там, ну, например, у женщины приход дней вот этих и так далее. Тоже перепады настроения из-за этого. Вот. Либо, как я уже говорила, беременность. Если мужчина, знаете, что вы можете вести себя в чем-то как женщина. Ну, то есть слишком анализировать, впадать в сентиментальность, да, может обижаться на кого-то, или наоборот, слишком предвосхищать, любить, там, да, придавать значение другому человеку. И, соответственно, это влияет на здоровье, да, в любом случае, то есть на ваше эмоциональное состояние, которое и является психосоматическим. Я вам так посоветую по этой карте избавляться от вампиров и людей, которые вообще могут вас чем бы то ни было раздражать, держаться от них подальше. Потому что видно, что ваш ветер перемен и дает эту Луну, да, дает вот это вот странное какое-то психологическое такое неуравновешенное состояние. Хорошо. Наша с вами следующая карта показывает любовь и дружбу в вашей жизни. И это Медуза. Вот посмотрите на нее внимательно. Ну, Медуза, по сути, это красота какая-то, да? Но она опасная красота. Поэтому я вам так скажу, что когда она выпадает на любовь и дружбу, то показывает вот кого-то, как будто кто соблазняет вас. Этот человек опасен, но он соблазняет вас. Может быть такое, что вы не признаете, не желаете признавать в ближайшем будущем правду о близком человеке, то есть что он на самом деле является коварным в каком-то смысле. Еще карта может показывать, что в личных отношениях там ревность или, допустим, какие-то факты открываются о любимом человеке. Ну, например, или о друге, о вашем подруге, да. Например, что-то из прошлого, какие-то негативные факторы из прошлого, там, допустим, факты биографии, да, и что влияет на сегодняшнюю ситуацию отношений. Также Медуза может показывать, что в ваши личные отношения вмешивается соперница или соперник. Кто-то желает вашего партнера или партнерши так же, как и вы в ближайшем будущем. Вот будьте обязательно внимательны в этом смысле. Еще Медуза может показывать, ну вот как бы властного человека, да, допустим, бизнес-леди или такого мужчину, у которого очень властная мать.
И, соответственно, вы с таким человеком в отношениях, да, допустим, мужчина в отношениях с бизнес-леди, которая ему спуску не дает. Соответственно, здесь нужен особый подход, а у вас уже нервишки шалят, да. Если вы женщина, у вас может быть мужчина, у которого такая мама, которая, ну, палец в рот не клади, она сразу же по локоть откусит. И нужно с ней выстраивать отношения таким образом, да, чтобы она не вампирила, а чтобы она, ну, все-таки как-то держалась или в стороне от вас, да, или все-таки вы ее приручили, например, эту маму. То есть любую медузу Горгону можно приручить. И, соответственно, обратите внимание вот в ближайшем будущем на вашу личную жизнь. Это важно. Дальше, значит, следующая карта показывает ваши будущие события и непосредственные, ну, вот такие моменты, которые очень важны для вас. То есть именно какие-то кардинальные перемены в жизни. И мы здесь видим мистический круг. Этот мистический круг, естественно, говорит о том, что идет раскрытие в ближайшем будущем, например, какой-то тайны, которая важна для вас. То есть раз мы видим какое-то важное событие, которое влияет на вас непосредственно, да, это раскрытие тайны. И опять же, вот смотрите, у вас и в личной жизни было раскрытие тайны. И мистический круг показывает, что может раскрыться какая-то тайна. Также в ближайшем будущем совершенно точно вам кто-то будет помогать. Вообще эта карта очень часто показывает помощь со стороны человека, который действительно может вот качественно и вот действительно сдвинуть, да, какую-то вашу проблему. Помочь очень качественно, очень тщательно. Может быть, это какой-то важный специалист или человек, у которого есть власть. То есть вот именно поддержка очень, очень нужная для вас. Однако карта предупреждает, чтобы вы в ближайшем будущем не давали никому деньги в долг. Еще карта показывает, что на вашу ситуацию, вот какую-то проблему, в ближайшем будущем будут воздействовать силы, которые раньше не были привлечены к этой проблеме. И, соответственно, проблема, конечно же, решится. Вот какая-то основная проблема решится. Появляются сверхъестественные даже возможности для решения проблем и трудностей. Карта «Мистический круг» может показывать еще отъезд куда-то или дорогу, очень важную для решения вот ваших задач. И, может быть, это дорога по работе, или, может быть, вам, ну, идут перемены, например, в работе, да, что меняется ваша должность в лучшую сторону. Но в любом случае карта, конечно же, положительная. Она показывает, что ваши способности будут увеличены в ближайшем будущем. Вообще идет знак от высших сил, что вы под защитой высших сил, под благословением находитесь, и вы почувствуете эту помощь и это благословение. Придут нужные именно новости, да, и важная информация для вас. Так, следующая карта показывает у нас духовную гармонию, то есть будет ли у вас вообще в ближайшем будущем духовная гармония, или вы так к ней пока и не придете, да? Это важно. Ну, тут у нас выпала Дева, и, соответственно, эта карта показывает вот наивность, да? Она говорит о том, что вы будете стараться положиться на кого-то из близких или на своего любимого человека. И да, она не говорит о том, что будет полнейшая гармония внутри, но она говорит о том, что гармонию поможет обрести любимый человек. Или какой-то близкий человек, или защитник, покровитель для вас. Карта говорит, что вы можете слепо кому-то доверять. И, соответственно, главное на самом-то деле это вовремя одуматься, опомниться, что достоин ли человек вашего доверия или нет. Но если это ваш основной защитник и покровитель, конечно, достоин. И тогда карта говорит, что он вам поможет именно вот прийти в такое равновесное состояние, да, в нормальное состояние в жизни.
Следующая карта показывает богатство и материальное благополучие. Эта карта называется Оракул. Она говорит о том, что вы обретаете в ближайшем будущем какое-то высшее знание или руководство для того, чтобы ваше финансовое положение поправилось. По сути, это карта правды. И вам необходимо будет знать правду в скором времени касаемо ваших финансов или ваших возможностей в работе, например, в бизнесе. Конечно, это благоприятная карта. Она говорит о максимальной выгоде и о том, что вы примете какое-то правильное решение, послушайтесь нужного, мудрого совета, и удача будет на вашей стороне. То есть идет благоприятное окончание какого-то цикла в работе или в бизнесе, или в труде. И деньги действительно как результат к вам придут в скором времени. Но это именно поддержка идет мудрого человека для вас. Более опытного, что ли, который действительно вот в работе может дать дельные указания. Или, может быть, вам дают кого-то, кто является вашим непосредственным, руководителем, или тем, кто сопровождает вас, допустим, на новой должности некоторое время. Но это действительно даст вам большие продвижения в жизни и результаты. Если же вы не работаете, возможно, есть покровитель, в ближайшем будущем, который может обеспечить вас деньгами или какими-то материальными ценностями. Почему бы и нет? Вот такой ответ по первой позиции. И не забывайте смотреть свой знак зодиака, позицию для любимого человека и знак зодиака для любимого человека. А мы идем дальше. И следующий у нас черный кот. И первая карта – ваше текущее состояние жизни. Мы здесь, как вы уже заметили, видим песочные часы. Песочные часы, по сути, карта показывает, что время сейчас очень существенно для вас. И вот в текущем состоянии жизни время наибольшую роль играет. То есть вы чего-то должны успеть. И если время убежит, а вы это не успеете, то есть вы сейчас делаете вот именно, зарок на всю будущую жизнь. Если вы не успеете что-то сделать, то, естественно, и жизнь будет определенно такого качества, Если вы успеваете в сроки, то в итоге вся ваша будущая жизнь будет очень хорошей. Вам нужно что-то вовремя сделать. Вот, например, как мне, мне нужно тщательно выучить немецкий язык. То же самое у вас. Вы что-то должны сделать. Если вы этого вовремя не делаете, все, вы свой поезд упустили. Вот узнаете вы сейчас или нет себя в этой карте? Если нет, то запомните, что вам нужно выбрать просто другую позицию. Может, вы узнаете здесь, например, своего любимого человека. Время бежит. Вы никогда не сможете его остановить. С другой же стороны, вы не можете поторопить время. То есть сделать так, чтобы время прошло быстрее, например, или пришло событие, которое должно прийти позже, а пришло бы раньше. Так тоже сделать невозможно. Вам приходится в каких-то моментах проявлять терпение, научиться ждать, потому что раньше этого срока это не произойдет. И вот понимаете, карта, она часто выпадает, допустим, на день рождения или перед днем рождения, или допустим, к концу какого-то периода. Почему? Потому что впереди вас ждут изменения. То есть идет итог, подведение итога прошлого периода и начало другого периода, нового. Также карта показывает, что если вы уже упустили момент, то вам нужно ждать нового шанса проявить себя в жизни. И хотя бы в следующий раз постарайтесь сделать вовремя все, потому что иначе вы и этот шанс упустите. Каждый раз упускать шансы вам не даст судьба, По профессии карта может показывать кого-то четкого такого, как, допустим, адвокат, юрист, полицейский, пожарный, врач, ученый. Кто-то, кому время играет важные роли, Или допустим, кому необходимо по работе соблюдать сроки, как бухгалтер, например.
Может быть, вы в такой профессии заняты. Но вы должны и для себя ассоциировать эту карту с чем-то. Вот напишите, с чем вы ассоциируете эту карту «Песочные часы», карту времени. Хорошо, давайте посмотрим теперь расклад на ваше ближайшее будущее. 5 карт. Выкладывать буду веером. Итак, самая первая карта, которая здесь выпала, означает ваше здоровье, физическое положение, состояние в самом ближайшем будущем. Это огонь. Вот, огонь, карта огня. Она, по сути, показывает, что идет, возможно, какой-то внутренний конфликт или перебор энергии, агрессия, когда человеку нужно действительно много чего делать, иначе он переполнится энергией, и она его начнет сжечь изнутри. Поэтому вы должны быть очень динамичные в ближайшем будущем, оптимистичны, да, потому что у вас будет много сил. А значит, карта означает хорошее здоровье и хорошее самочувствие в ближайшем будущем. Мол, кровь с молоком, вот такой человек, да. И, соответственно, на нем можно пахать и пахать на таком человеке. У него очень много внутренней вот этой агрессивной энергии. Ему нужно физически пахать. Также это страстный человек, поэтому в ближайшем будущем вы будете пыхать энергией огня. И, соответственно, направляйте эту всю энергию в работу. В работу и физический труд. В спортзал, там, например, бег по утрам. Не нужно много есть, нужно много работать. Соответственно, если вы сбалансируете питание, вы не будете переполнены этой энергией агрессии. Ну, например, энергия огня дает много шоколада, сладкого, потом острая еда, какая-то жареная, слишком соленая. Вы будете совсем гневливы, это плохо. И вот в ближайшем будущем, если вы хотите во многом преуспеть в жизни, направляйте всю эту энергию на работу, на созидание, на творчество, на то, чтобы что-то переделать, много дел. Ну, не знаю, дома уборку делайте. Главное делать, делать, делать. Это вот такой вот очень важный момент. Но да, у вас должно улучшаться здоровье, судя по этой карте. Еще она может показывать внутреннюю борьбу иммунитета. Но это опять же, если человек не направил энергию, то есть внутри огонь может сжигать, да? Поэтому просто делайте много всего. И бегайте, успевайте. И вот эта энергия, она будет расходоваться, у вас она не пойдет во вред. Дальше следующая карта у нас «Зеленый человек». Это любовь и дружба в вашей жизни в ближайшем будущем. Очень-очень интересная карта на самом деле. Она показывает, что силы самой природы будут вам помогать в вашей личной жизни и в дружбе. Такое чувство, что кто-то вас опекать будет. Вообще зеленый человек – это элемент мужского пола. И, соответственно, вот как мужское плодородие, да, для женщины у нее точно будет мужчина и довольно обеспеченный, который сделал хорошую карьеру, щедрый человек, жертвенный человек. А для мужчины он как будто бы становится зрелым в ближайшем будущем, и он является главой семьи, например. Но он, опять же, идет успешный, и из-за этого складывается его личная жизнь. Но чтобы его жизнь личная сложилась хорошо, ему в ближайшем будущем нужно научиться быть щедрым и заботиться о своей женщине. Но, конечно, шансы у такого мужчины быть женщиной практически равны 100%. Потому что зеленый человек – это очень такой плодородный, продуктивный мужчина. Поэтому в ближайшем будущем обоим полам повезет в любви. И, соответственно, особенно женщине, потому что если около нее будет такой защитник, то она как у Христа за пазухой, как говорят, да? То есть она будет действительно счастлива в личных отношениях. Следующая карта показывает ваши главные события в жизни в ближайшем будущем.
То есть какие-то события, которые оказывают на вас наибольшее сильное влияние. А эта карта для вас вода выпала. Ну, вы знаете, вода — это же карта стихий, да? И мы понимаем, что эмоции у вас в ближайшем будущем будут на пике. Ну, то есть, допустим, эмоции любви или вообще впечатленность жизнью. Или вы будете очень часто анализировать те эмоции, которые появляются у вас. То, что вы будете видеть, может не быть правдой. А то есть это то, что вы как будто хотите видеть. А на самом деле в этом скрыто другое. И к этому нужно проявить особое внимание в ближайшем будущем. Карта показывает решение основных проблем, приток благосостояния в ближайшем будущем. И также то, что вы очень долго ждали, может исполниться как раз-таки, потому что человек долго терпел. Еще карта показывает мягкость, гибкость. То есть если вы будете теплым, хорошим, добрым человеком к людям, да, душевным, то вам будет приходить больше хороших событий в ближайшем будущем и быстрее решаться проблемы, чем если бы вы были жестким и злым, да, человеком или там, допустим, критиком. Карта, конечно, показывает такую чувствительность. То есть вы будете в ближайшем будущем более чувствительным человеком, но и более привлекательным. Для артистов очень хорошая карта, и для творческих людей показывает сильное развитие и шаги, такие большие шаги вперед. Так, следующая карта у нас с вами показывает духовную вашу гармонию в ближайшем будущем, а это король. Ну, король, кстати, может говорить о прагматичности на самом-то деле. Вообще, духовная гармония, конечно, у вас может быть, но вы будете и стараться сделать все, чтобы стоять твердо на ногах. То есть у вас это будет идея фикс, потому что вот карта эмоциональности, да, вы будете очень эмоциональны, и захочется проявить как можно больше здравого смысла, чтобы встать на ноги, чтобы не было нестабильности в жизни. Вы хотите стабильности больше, будете хотеть. Поэтому вы будете таким человеком-дипломатом, да, проявлять лидерские качества. И для женщины, конечно, опять же, это поддержка мужчины. Король, да, мужчина. Для мужчины же эта задача стать более ответственным. И, соответственно, внутренняя гармония достигается только через профессиональные достижения, материальное благополучие и вот это вот ощущение, да, что вы твердо стоите на ногах, что вы стабильны. Чем более стабильны вы будете, тем больше вы внутренней гармонии в ближайшем будущем и ощутите на самом деле. Ну и последняя карта показывает богатство и материальное благополучие. А вот здесь у нас карта преграда. Она говорит о том, что пока что судьба блокирует путь достижения полного богатства. Скорее всего, вы в жизни хотите добиться каких-то невероятных высот. Я это так понимаю, что, конечно, вам могут приходить деньги в ближайшем будущем, те, которые вы уже зарабатываете, да, обычные ваши доходы, какие, ну, только вот есть на свете, да, но вы, возможно, мечтаете о гораздо большем. И карта говорит о том, что это рано еще, это еще рано. Вы можете в будущем иметь большие достижения, но просто не прямо сейчас и не в самом ближайшем будущем. Карта говорит о том, что фея заглядывает в хрустальный шар и пытается рассмотреть будущее. Вы слишком надеетесь на что-то, особенно в материальном и денежном смысле. И вот в этом, наверное, минус, большой минус, потому что как будто судьба может обижаться за это. Вам бы стоит не говорить себе, что вы обязаны быть богатым, и не стоит говорить себе, что вы достойны огромных всяких благосостояний, а сказать себе: я делаю, что могу. И тогда богатство действительно придет к вам.
Но если вы будете говорить, я достоин быть, там, не знаю, Рокфеллером, то сразу же судьба начнет вставлять палки в колеса с помощью различных конкурентов. Карта, конечно, может говорить просто о том, что кто-то встает перед вами, да, например, фирма-конкурент или, допустим, лживый сотрудник по работе, который хочет вас подсидеть. И тогда нужно быть внимательнее к окружающему миру, потому что, видите, вот основное это событие у вас вода, то есть могут приходить доходы, да, но в крупных деньгах, в тех, которых вы мечтаете, пока, конечно же, есть препятствия вот в виде, возможно, какого-то недоброжелателя. И нужно понять, кто это. Ну, вот такой ответ. Далее карты по второй позиции. Не забывайте смотреть позицию для любимого человека и знаки зодиака для вас обоих. А мы идем с вами к голубому коту. Итак, прогноз на ближайшее будущее. Первая карта, в каком аркане, в каком состоянии вы живете. То есть ваша карта или просто ваша сейчас судьба, да. И это карта королева. Ну, смотрите, королева — это такое гармоничное состояние человека на сегодняшний день. Вы себя чувствуете более-менее устойчиво. И также это карта любви и изобилия. Ну, то есть вы сейчас в жизни на потоке изобилия. Вы привлекаете к себе ресурсы. И также вы привлекаете к себе любовь. Либо вас действительно кто-то любит взаимно с вами. Карта показывает такую египетскую, да, царицу. И, соответственно, для женщины это говорит просто о том, что она зрелая, уверенная в себе. Она состоялась как женщина. А для мужчины в его жизни может играть роль какая-то важная женщина, без которой он, может быть, даже себя не видит как человек, да, вот типа, ну, моя половинка, например, да. Также, конечно, карта показывает результаты по работе, но не все уроки еще усвоены в вашей жизни. И часто карта показывает, что вы способны продолжать свой род и, возможно, прибавление в семье в скором, очень скором времени. Хорошо, давайте достанем 5 карт вашего ближайшего будущего и посмотрим по аспектам. Итак, первая карта показывает здоровье и физическое благополучие у вас в самом ближайшем будущем. И это Арлекин. Арлекин говорит о том, что, возможно, что-то скрыто от вас. То есть есть какой-то скрытый фактор по вашему физическому состоянию или, может быть, скрытый фактор по здоровью. Что это значит? Ну, представим, что у человека болит голова, но он не знает, от чего она болит голова, да? На самом деле карта не показывает никаких тяжелых болезней, потому что эта карта, ну, по сути, шута. Больше она говорит о том, что человек, наоборот, здоров. Но он может чего-то просто не догадываться, не понимать о себе. Допустим, он слишком накручивает. У него что-то там, допустим, случилось, да, там заболела голова, а он сразу же подумал, что это чуть ли не онкология. Но это не так. Просто головная боль носит маску. Ты не понимаешь, что с тобой. И если ты выяснишь, тебе станет гораздо легче. То есть карта сразу же советует. Ирония, да, такая самоирония должна быть. Не относиться к себе слишком серьезно, не накручивать любые ситуации по здоровью. Не быть вот этим вот параноиком, да, а идти к врачу и разбираться. Вот об этом здесь само указание. И, соответственно, могут люди, даже окружающие, издеваться, когда у вас что-то не так со здоровьем, мол, вы как истерик себя ведете, да. И если у вас такое и есть, проглядывается частично или полностью, то постарайтесь перестать, ну, то есть докладывать всем и вся о своем состоянии. Вот у меня тут кольнуло, там больнуло.
И люди, конечно, будут смеяться, издеваться, потому что у них там, допустим, какие-то есть нормальные болезни, да, там уже конкретные, и они думают, вот человек, да, ищет там себе, ковыряется, а у него на самом деле ничего нет. То есть вот задумайтесь над этим. Следующая карта в ближайшем будущем показывает любовь и дружбу. Это ключ. Вот, кстати, ключ, конечно же, карта очень хорошая. Она говорит о том, что запертые двери в личной жизни, в дружбе теперь могут быть открыты. Конечно, разрешаются проблемы личной жизни в ближайшем будущем. Любое препятствие можно обойти. Появляется доверие в личных отношениях, появляется ответственность. Поэтому в личной жизни вы явно благословлены на ближайшее будущее. И если вы одинокий человек, ключ показывает обретение рядом второй половинки, большую удачу встретить конкретного человека. А если вы с кем-то находитесь в отношениях, то явно эти отношения скоро очень сильно улучшатся, да, трансформируются в лучшую сторону. Вот, поэтому я считаю, что это все очень хорошо и прекрасно, да. Вообще, конечно, раз счастливая карта выпала, то и вы будете в личной жизни и дружбе скоро счастливы. И, по крайней мере, вас будут взаимно любить, и вы сможете без оглядки доверять этому человеку. Это вот очень важно. Так, следующая карта показывает события. Основные, важные для вас, поворотные события в ближайшем будущем. Те события, которые имеют огромное значение для вас. И это карта Волк. Волк – это охотник. Его все боятся и все уважают. И, соответственно, если с таким человеком подружиться, то это очень надежная опора. А если стать врагом с волком, то это самый сильный и страшный враг. Кто он будет для вас, враг или друг? Вот в чем вопрос. Карта всегда показывает очень важное партнерство в ближайшем будущем. И единственное, о чем она говорит, что берегитесь, с волком нельзя быть врагами. Не поворачивайте волка против себя. Вам нужно знать, что если вы дружите с волком в ближайшем будущем, то вы будете очень сильны, у вас будет команда, у вас будет братство. И постарайтесь увидеть около себя этого волка, понять, кто волк. Потому что у вас будет человек вот рядом, с кем ссориться точно нельзя. Но если вы дружите, это, вот я говорю, это на долгие годы прям поддержка, опора и очень сильное продвижение в жизни благодаря волку. Вы знаете, карта, конечно, говорит о том, что если волк рядом, он грызть будет за вас. Соответственно, в бизнесе, в работе, в личной жизни, где угодно. Заручиться поддержкой этого человека, это, поэтому важное событие и выпало, да, что это очень-очень важно. Сосредоточьтесь на этом в ближайшем будущем. Следующая карта показывает вашу внутреннюю гармонию в ближайшем будущем. И это у нас с вами единорог. Очень интересная карта единорог. Она говорит о том, что вы будете очень гармоничны, вы будете дружить с кем-то, общаться или любить. И внутри ощутите вот эту вот любовь ко всему миру и внутреннюю гармонию. Большое счастье означает единорог. Внутри вас будет большое счастье и добро. Всегда говорит о том, что опять же рядом будет надежный, добрый, неподкупный человек. Вот уже это второй раз знак выпал. Плюс еще ключ. Видите, как интересно? Соответственно, если в духовном смысле, да, то единорог это и есть самое духовное. Он означает самую душу. И, соответственно, да, это будет полная гармония у вас внутри в ближайшем будущем, совершенно точно. Будете ощущать себя счастливым человеком. Следующая карта
показывает провидицу, и она указывает на ваше богатство и благосостояние в ближайшем будущем. Конечно, провидица — это духовный советник, и она всегда советует следовать за вашей интуицией. Получается, чтобы добиться в ближайшем будущем богатства, благосостояния, нужно следовать за своим сердцем, чувствовать, как же действовать там в работе, в бизнесе и так далее, чтобы у вас было благосостояние. Конечно, много эмоций может быть по этой карте, и нужно контролировать свои эмоции. И вы знаете, эта карта, она говорит о том, что также вы можете даже зарабатывать с помощью эзотерики, с помощью чтения судьбы, потому что это провидица. Но и просто даже, вот, допустим, можно следовать каким-то указаниям высших сил для того, чтобы добиваться чего-то в жизни. Они вам, как говорится, плохого не посоветуют. Но карта, конечно, говорит о том, что у вас может подниматься в ближайшем будущем уровень благосостояния, но благодаря тому, что вы вовлеклись в процесс работы. Когда ты работаешь, нужно думать о работе. То есть еще об этом говорит карта. Если вы очень увлечены своей работой, своим трудом, то, естественно, все будет хорошо. И уровень благосостояния поднимется в ближайшем будущем. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Напоминаю, что нужно смотреть еще и на любимого человека позицию, и еще знаки зодиака. А мы как раз-таки и переходим к нашим с вами знакам зодиака, да. Будем доставать карту для каждого знака зодиака. Вот мне их надо было в порядок привести. Ну, давайте вот просто по одному искать. Первый знак зодиака, как обычно, это у нас с вами Овен. Овен. Итак, дорогие овны, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем. Карта от мадам Эндоры, гадание от мадам Эндоры для вас. Итак, ух ты, у вас выпала карта Сфинкс. Как вы знаете, Сфинкс — это карта-загадка, да? Сфинкс, он загадывает сложные загадки. И, конечно, судьба в ближайшем будущем, дорогие овны, будет проверять ваши способности. Вам нужно будет очень тщательно подбирать слова в любых разговорах и ничего не ляпнуть, потому что от этого будет зависеть ваша судьба. Нельзя действовать импульсивно. Также, конечно, карта говорит о том, что вы должны уделить внимание мелочам. То есть у вас должна быть концентрация внимания или усилий на каком-то важном деле. И это дело должно быть одно, дорогие овны. Вот тогда вы добиваетесь успеха в ближайшем будущем. Вы должны быть любознательны, вы должны желать докопаться до сути, до самого дна. Не оставляйте ничего невыясненного, это важно. Между прочим, сама по себе эта карта всегда помогает принять важное решение. Оно должно быть взвешено, оно должно быть продумано. Я думаю, что в ближайшем будущем вам как раз предстоит решить что-то. Кстати, эта карта очень часто показывает женщину. И женщина является хозяйкой положения. Женщина может брать бразды в свои руки, в бразды правления в свои руки. И если вы мужчина, Овен, отдайте власть женщине. А если вы женщина, Овен, берите все, так скажем, в свои руки, у вас все получится. Между прочим, карта именно и показывает обретение независимости. Поэтому даже в финансовом смысле вы можете в ближайшем будущем обретать независимость. Еще карта показывает, что вы будете под защитой высших сил. И вас как будто кто-то будет постоянно охранять. И, конечно же, могут быть какие-то переговоры в скором будущем. Именно поэтому вас просят владеть речью и взвешивать свои слова, дорогие овны. Ну вот такой ответ дали карты мадам Эндоры для овнов. Следующий знак зодиака у нас с вами Телец. Дорогие тельцы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем с помощью карт мадам Эндоры. Вышла карта Кадуцей. Карта показывает, дорогие тельцы, что вы получите новости издалека в очень скором времени. По сути, Кадуцей говорит об объявлении чего-то. Вот как будто бы вам что-то объявят. И также это символ ключа. И он отворяет предел между тьмой и светом, добром и злом.
И то же самое в знаках зодиака, да, делает Телец. Представляете? Конечно, эта карта также показывает хорошее здоровье в ближайшем будущем у вас, дорогие Тельцы. Она говорит, что необходимо поддерживать себя в форме, и тогда в вашей жизни все устроится как надо. Нужно проявлять силу воли, равновесие и мудрость при решении каких-то задач. Скоро вы получите либо письмо, либо какие-то деловые бумаги, либо какие-то вести, а может быть успех еще и в торговле. Карта также показывает как будто бы какое-то счастливое исцеление. То есть если вы были больны, дорогие Тельцы, вы скоро выздоровеете. И могут приходить в ближайшем будущем вещие сны. Также может быть разрешение конфликта, если вы с кем-то ссорились. И может быть какой-то новый проект в работе, который принесет вам действительно успех. Карта всегда говорит о переломном моменте в жизни в лучшую сторону. Вот как будто новая точка отсчета. Поэтому готовьтесь, дорогие Тельцы. У вас скоро будет сильная перемена в лучшую сторону в жизни. Вот такая вот интересная карта. А мы идем с вами дальше. И следующий у нас знак зодиака — это Близнецы. Сейчас мы найдем. Все перемешали мне тут. Итак, Близнецы. Что вас ждет в ближайшем будущем? Давайте посмотрим. На картах мадам Эндоры, да? Ух ты, дорогие Близнецы. Вам выпала карта «Любовь», представляете? Конечно же, благодаря этой карте мы узнали, что вас ждет истинная любовь и преданность в ближайшем будущем. Золотое сердце — это символ истинной любви. Я считаю, что просто вот в вашу жизнь пришел Купидон, дорогие Близнецы, и выстрелил, и все. И вы будете очень сильно кого-то любить, и вы будете очень с кем-то в тесных отношениях. Это будут романтичные отношения, приятные отношения и взаимные. Я считаю, что тот, кто будет рядом с вами, тоже будет любить и обожать вас, и на руках носить, если вы женщина, а если вы мужчина, боготворить вас, да. Карта больше всего показывает развитие именно любовных отношений, возможно, свадьба, беременность, там, да, рождение детей. И очень сильная эмоциональность, то есть прям такие страсть, романтика или медовый месяц может быть в ваших отношениях. Поэтому, дорогие Близнецы, радуйтесь, вы ощутите гармонию в душе, вы ощутите гармонию внутри себя, да, по поводу какого-то, может быть, человека, истинное доверие, истинные чувства. Вы поймете, что и вас любят. И это очень важно ощутить, да. Ну, что у вас есть вот этот успех в любви, в личной жизни. Это для каждого человека важно, вот ощутить вот это вот невероятное какое-то партнерство, единство душ. Ну, вот такая позиция у нас по Близнецам сегодня. Сегодня Близнецам, я бы сказала, повезло, да, повезло, потому что вот будет любовь, любовь в скором времени. А мы идем с вами дальше. Следующий знак зодиака — это у нас с вами Рак. Итак, дорогие раки, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем на картах мадам Эндоры, да? И у вас вышла карта «Воздух». Эта карта показывает, что в ближайшем будущем вы ощутите союз разума и духа. Вообще, конечно, воздух — это символ разума. Когда логика у вас на высоте работает, очень хорошо голова, вам приходится много думать, много принимать каких-то логичных решений или выполнять операции с логикой, да. То есть там, допустим, какие-то бухгалтерские операции, рабочие, любые другие, инженерные там, да, какие-то. Получается, вы должны быть все время в сосредоточенном положении, дорогие раки. Ваша профессия или работа какая-то этого требовать будет. Вам придется поработать, причем очень много поработать. Также в жизни у вас идут перемены, потому что воздух — это стихия переменчивая, и вам, значит, ветер несет эти перемены в жизнь.
Конечно, возможно общение с человеком со знаком зодиака воздух, да? Это весы, близнецы или водолей. Это тоже такое указание от карты. Может быть, у вас будут отношения с таким человеком. И также карта показывает очень большую поддержку, возможно, от этого человека, какую-то помощь. Еще есть момент всегда, что по карте воздух идет благословение высших сил в ближайшем будущем. То есть какие-то ваши действия, какая-то ваша там работа или отношения будут под защитой. Конечно, могут приходить неожиданные деньги, также какие-то невероятные идеи, которые в итоге вы воплощаете в жизнь, и они приносят вам успех. Карта очень часто показывает достижение желаемого самым кратким путем. Поэтому дерзайте, дорогие раки, у вас скоро все получится, и жизнь изменится в лучшую сторону. А мы идем с вами дальше. И следующий знак зодиака у нас это лев. Итак, дорогие львы, давайте посмотрим, что вас ждет в самом ближайшем будущем на картах мадам Эндоры. И у нас здесь вышла карта Химера. Довольно интересная карта. Она показывает очень сильную фантазию. Ну, то есть, когда человек может придумать совершенно что-то невероятное, и еще и начать это осуществлять. Конечно, еще карта говорит о том, что вы можете очень много мечтать в ближайшем будущем. Ну, то есть строить какие-то планы на далекое будущее, да, или что-то манифестировать. Кстати, это полезно. Вообще, еще карта может показывать, что будут происходить какие-то необычные события в вашей жизни, дорогие львы. Ну, например, вы встречаете совершенно неординарного человека, который всех вокруг просто, приводит в шок, да? Там у него, допустим, какое-то неординарное поведение, креативная одежда там или еще что-то. Может быть, он как-то разговаривает необычно, или это иностранец. То есть вот может быть какое-то такое знакомство, да? Однако сказать, что это знакомство, допустим, надолго в вашей жизни, я тоже не могу этого гарантировать, да? Скорее, вы будете очень много разговаривать с этим человеком, общаться, там, набираться опыта у него или просто получать информацию, которая для вас будет, как катализатор, да, вы узнаете то, что в жизни не могли подумать. То есть вам рассказывают невероятные вещи в ближайшем будущем. Вы можете попадать, допустим, на какие-то вечеринки, клубы или в гости, да, и в итоге там встречать людей, которые вам что-то говорят, а это вы даже и вообразить не могли до этого. Вот, дорогие львы, прям удивляться будете в ближайшем будущем. Ну и еще Химера говорит о том, что если вдруг ваша работа зависит от вашей фантазии, то тогда, конечно, это принесет вам большое благосостояние, потому что фантазия будет работать на 100% в ближайшем будущем, то есть вы можете прям что-то сотворить. Если вы мечтали заняться творческой работой, самое время. Ну, вот такой ответ дали карты львам. Переходим к следующему знаку зодиака, это у нас с вами Дева. Итак, дорогие девы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем. Упс, на картах мадам Эндоры. Какую из них мы выберем? Ну, давайте вот эту, да? Вот эту выберем. Так. И не зря ведь мы ее выбрали. Это карта чаровница. Страсть или какой-то роман в ближайшем будущем вам обеспечены, дорогие девы. Вас ждет большая любовь, романтика, чувственность, и продлится это очень долго. Если вы сейчас не в отношениях, дорогие девы, вам очень повезло, потому что отношения, во-первых, будут как молнии, да, вот пронзает знакомство, и потом вы будете очень привлекательны для этого человека, родится невероятный роман, где будут происходить самые странные события за вашу жизнь, ну а потом это перейдет в серьезные отношения. Если вы в серьезных отношениях или в каких бы то ни было, карта показывает сильное обновление чувств в отношениях, появление страсти, любви. В вашу сторону идут
романтические жесты какие-то. И, соответственно, идет какая-то даже загадка в этих отношениях. Также мы видим здесь момент соблазнения. Поэтому, дорогие девы, берегитесь, в ближайшем будущем вас может соблазнять отнюдь не ваш партнер или партнерша, а может соблазнять кто-то другой, кто, вызовет в вас, возможно, взаимные чувства. То есть тут либо мистер Икс, либо леди Икс. Также это даже может быть человек-иностранец или иностранка, представляете? Конечно, карта очень интересная, такой флирт, и могут быть подарки в ближайшем будущем, знаки внимания. Вы можете пойти на какое-то светское мероприятие, попасть в новое общество или завести нужные знакомства, дорогие девы. Думаю, что не зря ведь мы выбрали эту карту. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака – это весы. Дорогие весы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем. И вышла карта Виверна. Эта карта показывает, что в вашей жизни в ближайшем будущем появляется тайна, которую вам придется хранить, дорогие весы. Кто-то расскажет вам какой-то секрет. Либо, если вы кому-то расскажете свою тайну, ее будут хранить до самого конца, до гробовой доски, как говорят. Еще эта карта может показывать тайные отношения в личной жизни, да, то есть личные отношения, любовь. Но всегда эти отношения держатся в тайне. То есть в ближайшем будущем, если вдруг вы замужем, женаты, вы можете заводить какие-то отношения на стороне, если честно. Еще эта карта может показывать, что вы находите сокровища. Допустим, способ зарабатывать большие деньги. Или, может быть, где-то находите тайные деньги. И никому об этом не говорите, но у вас есть клад. То есть она напрямую может показывать, что вы нашли клад в ближайшем будущем. То есть, дорогие весы, вам выпала действительно поистине мистическая карта. Еще карта показывает, что если вдруг вы с кем-то поссоритесь, то человек может стать очень сильно агрессивным. Поэтому ссориться ни с кем в ближайшем будущем нельзя. Все-таки Виверна – это подобие дракона и может разозлиться так, что просто будет пыхать огнем и стать очень мстительным человеком. Будьте осторожны. А в целом эта карта действительно показывает что-то такое очень интересное. Такое как секрет, клад, тайные отношения или просто какая-то тайна. Такой ответ дали карты весам. Следующий знак зодиака – это Скорпион. Дорогие скорпионы, давайте посмотрим на картах Эндоры, что вас ждет в ближайшем будущем. Так, и вышла карта Змея. Карта очень часто показывает появление в вашей жизни очень хитрого человека. Хитрого и, может быть, даже того, кто вводит вас в заблуждение. Змея также может показывать человека, который двигается незамеченным, то есть следит за кем-то, например, за вами. Возможно, это тайный поклонник или поклонница для вас, дорогие скорпионы. Тот, кто прячется и не хочет показывать к вам свои чувства в ближайшем будущем. Также змея – это символ мудрости, поэтому вы можете выходить сухим из воды в ближайшем будущем, то есть находить какие-то очень изворотливые способы решить ваши проблемы или выйти из положения. Еще это прекрасный любовник или любовница, могут быть страстные отношения в ближайшем будущем, сексуальные отношения. И не забывайте, что есть страсть, но она часто бывает ядовитой, поэтому не впадайте в зависимость, дорогие скорпионы. В бизнесе змея представляет собой какое-то реальное дело, и это дело всегда нацелено на успех. Поэтому знайте, что в деньгах, в бизнесе в ближайшем будущем вы будете очень успешны, дорогие скорпионы. Но всегда замечайте, нет ли у вас тайных каких-то конкурентов, врагов, тех, кто что-то замышляет против вас. Вот такой ответ дали вам карты мадам Эндоры.
А мы идем дальше. И следующий знак зодиака — это Стрелец. Дорогие стрельцы, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем на картах Мадам Эндоры. И вышла карта Голем. По сути, Голем — это ваш друг, которым вы управляете. Или человек, которого можно попросить действовать от вашего имени, например. Самое главное — это не ссориться с этим человеком, потому что он, может впадать в очень сильный гнев, как любой голем, потому что он же не живая материя. И, это по мифологии конкретно. Вообще, карта говорит, что все идет по плану в ближайшем будущем для вас. То есть кто-то вам помогает, вы идете по какой-то заданной программе, и свернуть с этой траектории нельзя, но оно и необходимо, то есть так идти. Вы должны действовать, вы должны работать, вы должны осуществлять какие-то свои цели, задачи. Если вы это делаете, жизнь ваша идет хорошо, дорогие стрельцы. Если вы отходите с курса, жизнь ваша, естественно, кувырком. Поэтому наметьте какой-то план и просто действуйте в ближайшем будущем. Голем, он медлительный, он медленно идет, но он делает все правильно. И, соответственно, любые препятствия для него не препятствия. Важен результат. Вот добивайтесь результата в ближайшем будущем, и, соответственно, вы будете очень успешны, дорогие стрельцы. Вот такая карта вам интересная выпала. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака — это Козерог. Дорогие Козероги, давайте посмотрим на картах Мадам Эндоры, что вас ждет в ближайшем будущем. И вышла карта Врата. По сути, эта карта показывает, что есть какой-то переходный момент, переходный период в вашей жизни в ближайшем будущем. Идет переход к новой жизни, открываются новые возможности для вас, дорогие Козероги. Вы дошли до определенной черты, до какой-то точки, и за этой точкой следуют изменения. И какими будут эти изменения? Конечно, это зависит от вас. Вы вступаете в новый мир, вы должны вести себя правильно. Вот завершился цикл, да, вы переходите на новый путь. И, соответственно, если вы будете коммуникабельны, добры, выстраивать правильно отношения, вести себя честно, да, достойно, то у вас все будет хорошо. Здесь очень важно поведение человека в социуме. То есть если вы открыты, если вы коммуникативны, то, естественно, это будет положительное влияние этой карты для вас. Иногда карта может показывать переезды или возвращение куда-то. Все зависит от того, какое у вас сейчас положение в жизни. Иногда может говорить о том, что в вашу жизнь приходит открытый, дружелюбный человек, очень щедрый. И да, вы можете проходить в ближайшем будущем, дорогие Козероги, какие-то испытания, но просто в связи с тем, что у вас жизнь поменяется. Если вы примете правильное решение, то добьетесь любых целей на самом деле в ближайшем будущем. Вот такой ответ дали карты Мадам Эндоры Козерогам. А мы идем дальше. И следующий знак зодиака — это Водолей. Дорогие Водолеи, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем на картах Мадам Эндоры. И вышла карта для вас — это Волшебник. По сути, эта карта показывает, что в вашей жизни может появиться какой-то важный учитель или хороший, консультант, кто даст вам правильные ориентиры в жизни. Или, возможно, вы должны помочь окружающим людям, дорогие Водолеи, но тогда очень многим. Карта показывает ваши способности, которые вы должны развивать. И вы должны быть тверды в ближайшем будущем, абсолютно непоколебимые, решительные. У вас должно быть самообладание. Если вы все это проявите, у вас будет достижение любых поставленных целей. Карта всегда говорит о том, что и в жизни появляются люди, вот такие вот опытные, мудрые, которых не так-то просто сбить с истинного пути или заставить делать негативные вещи. Также может быть в вашем будущем увлечение эзотерикой, например, или может быть какой-то магией,
или даже астрологией, например. Может быть, это для вас важно, дорогие водолеи. Ну и сосредоточенность на каких-то задачах. То есть, если вы не сворачиваете с курса, конечно же, вы все добиваетесь, у вас может расти уровень благосостояния, вы буквально можете распоряжаться своей жизнью, быть свободным человеком. Ну, вот такой ответ дали карты Водолея. И последний знак зодиака – это рыбы. Давайте посмотрим на картах мадам Эндоры. Дорогие рыбы, что вас ждет в ближайшем будущем? И выпала сама по себе карта. Это дракон. Интересно, да? То есть карта просто вывалилась из колоды. Я считаю, что это все равно является для нас с вами знаком того, что мы должны взять эту карту. Смотрите, карта показывает силу и мудрость. Это карта власти, да, богатства, процветания. Поэтому для женщины это может показывать мужчину, который появляется в ее жизни и разруливает очень много вопросов. Или, допустим, благосостояние вашего мужа сильно увеличится в ближайшем будущем. Для мужчины же это показывает обретение богатства и власти в скором времени, если он будет работать над этим. Карта сильного прорыва в жизни вперед, да, и обретение там чего-то очень высокого. Например, авторитета, высокой должности, больших знаний, мудрости, силы. Конечно же, вы достигнете всего желаемого, дорогие рыбы, в ближайшем будущем. Вы будете лидером, вы заработаете, может быть, какое-то большое благосостояние. Вам нужно увлекаться бизнесом. Это важно, потому что в бизнесе такому человеку явно будет вести, или у него будет очень хороший покровитель. А для женщины, да, она может даже выйти замуж за богатого мужчину в ближайшем будущем. Вот такой ответ дали карты рыбам. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.